Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 18 марта, сегодня у нас с вами понедельник, достаточно важный день. Обращаем ваше внимание, что сегодня день денежной прибыли, и вам обязательно нужно сказать одно слово для достатка. И очень важно знать о том, что этот день предназначен для того, чтобы приносить в свою жизнь денежную прибыль. Поэтому сегодня нужно вам задуматься о ценности каждого заработанного рубля, доллара, гривни, евро, шекеля, у кого что. Почему? Потому что вы должны осознавать и понимать, что вы хотите в этой жизни, сколько вы хотите и для чего вам это нужно. Очень часто бывает так, что когда людям просишь, скажите, для чего вам нужно деньги, ответ достаточно уникальный. Миллион или сколько вам нужно денег для жизни? Много. Так не бывает. Вы должны понимать и то, что пока вы проговариваете вот именно такие фразы, вы сами не знаете, сколько вам нужно денег. И вот сегодняшний день – это день денежной прибыли, когда вам нужно самим осознать и понять, сколько вам нужно денег, из чего вы можете это черпать, из чего вы можете это иметь, как вы это можете привлекать. И вот в этот день обязательно говорите одно слово, которое будет вас подталкивать именно к этому. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы проговаривали следующие слова. Я открываюсь денежному потоку. Прямо сейчас в комментариях к этому видео пропишите эти слова. Я открываюсь денежному потоку. И обязательно напишите свое имя. Это очень важно. Только, пожалуйста, не пишите так, как многие любят, просто свое имя, как, знаете, которое вас называют друзья, знакомые или подруги. Напишите полное имя с уважением, с большой буквы. Правильно, пожалуйста, это очень важно, потому что вы в первую очередь должны научиться уважать себя и денежную энергию, которая витает вокруг вас. Вы даже не представляете себе, как вы своими словами, поступками, действиями отталкиваете деньги из своей жизни, вот эту денежную энергию. Она, с одной стороны, очень мощная, но с другой стороны, она, знаете, такая вот с характером, со своими принципами, со своими законами, о которых мало кто знает. И вот ваша сегодня задача научиться не управлять. Недаром день денежный, друзья, прибыли. Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами продолжается растущая луна, луна в знаке зодиака Рак, и у нас с вами 8 и 9 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что знак зодиака Рак у нас с вами ассоциируется с эмоциональностью, с чувствительностью, поэтому сегодня, к сожалению, многие люди могут ощущать усиление эмоций и быть более восприимчивыми к тому миру, который вас окружает. И люди иногда могут заводиться с полуслова, не понимать даже, что они говорят, или, знаете, вот просто будут всплеск эмоций. Поэтому держите себя в рамках, будьте внимательными, будьте терпеливыми. Кроме того, сейчас очень сильно начинает влиять на многих людей равноденствие. Да, оно будет только 20 марта, но обращаем ваше внимание, оно уже сейчас влияет, потому что вот тот негатив, та темнота, которая есть у людей, она начинает, знаете, прорываться, она как, знаете, как кусается. И поэтому, если вы видите, что в вашем окружении есть люди с негативными помыслами, эмоциями, есть завистливые, недоброжелательные, обходите их 10-й дорогой или направляйте им энергию любви, энергию гармонии, энергию счастья. И вы увидите, что проводя вот так практику, увидите, что они от вас отстанут, потому что им станет неинтересно, они не смогут от вас питаться энергиями. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на это. Кроме того, вы знаете о том, что рак у нас символизирует заботу о своей семье, о близких людях. Поэтому, хоть сегодня 18 марта, хоть сегодня и понедельник, для некоторых людей почему-то это тяжелый день, но сегодня очень важно, чтобы вы уделили внимание своим родным, близким, друзьям. Проявляйте заботу, поддержку, просто доброе слово, отправьте кому-то смс-ку с благодарностью, просто поблагодарите за что-то. Кроме того,
сейчас благоприятное время для творческих начинаний, для поиска вдохновения и реализации новых идей. Поэтому пробуйте, думайте, как вы это сделаете. У вас обязательно все получится. Недаром говорят, что идущему открывается дорога. И вот сегодня вам нужно не бояться делать шаг за шагом. Возможно, вам будет больно, возможно, вас кто-то будет осуждать, но это их дело. Вы должны понимать о том, что вы творец своей жизни, вы архитектор своей жизни, и никто другой не имеет права вас сбивать с толку. Да, люди могут давать вам советы, рекомендации, но только вы принимаете решение, как и что вам делать. Также сегодня вот у многих людей повышена интуиция, она будет такая вот достаточно острая, это будет усиливать внутреннюю мудрость и помогать лучше понимать чувства и инстинкты людей. И также в этот день будут определенные опасности, но сейчас мы их проговорим, и вы поймете и будете более с пониманием относиться. Во-первых, сегодня идет переизбыток эмоций, а это может приводить к каким-то непредсказуемым реакциям, может приводить к каким-то непредсказуемым конфликтам. Поэтому мы уже говорили ранее в этом видео, что будьте немножко осторожны с теми людьми, которые тянут негативную энергию. Это очень важно. Также сегодня у людей будет проявляться сентиментальность, чувственность. И вот именно вот эта сентиментальность может стать препятствием для принятия объективных решений. Поэтому сохраняйте сегодня баланс между эмоциями и между разумом. Кроме того, у некоторых людей сегодня люди могут чувствовать подавленность, уязвимость. Поэтому вам нужно быть бдительными и заботиться о своем эмоциональном состоянии. Иногда это очень сложно, потому что понедельник все-таки это то время, когда, допустим, если мы говорим о работе, о бизнесе, да, то все начинают звонить, выяснять, встречаться, обсуждать какие-то рабочие моменты, ругаться, спорить и так далее. И вот здесь сегодня, в этот день надо провести с мудростью, с терпением, с улыбкой на лице. Не бойтесь сегодня улыбаться. Даже если вам пытаются хамят, вам с вами ругаются, улыбайтесь, потому что сегодня улыбка может вам много чего дать и даже вас помочь и вас подтолкнуть к каким-то интересным моментам в жизни. Теперь давайте поговорим о лунном календаре здоровья на этот день, 18 марта. Как мы уже сказали ранее, Луна, находящаяся в знаке зодиака Рак, дает нам достаточно такое вот эмоциональное состояние, поэтому мы сегодня с вами более чувствительны, более уязвимы. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы обращали внимание на свои эмоции и старались поддержать себя, позаботиться о себе. Поэтому релаксация, медитация, это все поможет вам справиться с эмоциональным напряжением. Также очень важно, чтобы вы сегодня уделили внимание своему питанию. Ни в коем случае сегодня нельзя переедать. Сегодня употреблять хорошо легкие и легко усваиваемые блюда, которые будут богаты питательными веществами. Обратите сегодня внимание на овощи, на фрукты, на злаки, на белковые продукты. Это все может быть полезно для поддержания вашего здоровья. Также хотим обратить внимание, что с сегодняшнего дня, с 18 марта, у нас с вами начинается Великий пост. Кто его планировал попробовать, держать, то, пожалуйста, добро пожаловать. Не обязательно все 48 дней держать до 4 мая. Возьмите хотя бы неделю или хотя бы держите пост, например, в среду и в пятницу. Это нужно попробовать. Знаете, каждый по-своему приходит к этому. Если у вас по состоянию здоровья вы не можете, то, пожалуйста, не рискуйте, потому что не всем дано держать пост. Это иногда очень сложно для некоторых людей. Это, вы знаете, даже прямо целое испытание. Давайте теперь уделим внимание лунному календарю денег и посмотрим, что же нам с вами несет этот день. Дело в том, что ввиду того, что у нас растущая луна в знаке зодиака Рак, как вы понимаете, этот день достаточно будет эмоциональный. Так вот, любые финансовые решения сегодня могут приниматься с большим уклоном в эмоции. А это будет означать, что бы вы сегодня ни делали, связанное с деньгами, вы будете основывать в первую очередь на чувствах.
чувствах, а не на рациональном анализе. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы сохраняли баланс между эмоциями и разумом при принятии финансовых решений. Также, если вам сегодня говорят, вкладывай деньги или иди купи то, вот это тебе поможет, или ты сэкономишь на чем-то, или вон там распродажа, только сегодня один день, бегом-бегом и так далее, и так далее. 10 раз, девочки и мальчики, подумайте об этом, нужно ли вам такое, потому что не каждому человеку нужно сегодня вкладывать, заниматься деньгами. Кроме того, очень важно, чтобы вы сегодня уделили внимание тому, как вы можете приумножить и увеличить деньги. У каждого, еще раз повторимся, это будет своя ситуация. Нельзя сказать, что только вот так нужно делать и никак по-другому. Кроме того всего, сегодня достаточно благоприятный день для начала любых финансовых проектов. Поэтому занимайтесь сегодня развитием каких-то новых идей, ищите новые возможности. Возможно, вы сегодня давно планировали открыть какое-то новое дело. Не бойтесь, делайте, и у вас обязательно все получится. Также сегодня хороший день для того, чтобы заботиться о своем финансовом будущем. Ну, например, открывать пенсионный счет или, например, создавать кубышку, да, на то, чтобы аккумулировать деньги на какие-то свои цели, задачи. Например, чтобы летом отправиться в путешествие или сделать ремонт небольшой и так далее, и так далее. У каждого, девочки и мальчики, это будет свое, но именно сегодня, 18 марта, это очень важно сделать. Далее поговорим о карте Таро на 18 марта, и выпала карта Король мечей. Как вы знаете, Король мечей представляет собой символ ума, четкости мысли и аналитического склада ума. Также эта карта нам говорит о том, что это власть, это авторитет, которая основана в первую очередь на знаниях, на мудрости и на опыте. Это очень важно осознавать и понимать. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы не были на эмоциях. То есть при принятии решений, если вам что-то нужно обсуждать сегодня, не вздумайте это делать на эмоциях. Лучше перенесите встречу, если, например, вы взволнованы, вы взбудоражены, у вас какие-то проблемы ни с того ни с сего нарисовались, появились. Очень важно, чтобы вы в этот момент находились в состоянии покоя, потому что таким образом вы эмоции убираете в сторону и можете осознанно, с пониманием приходить к тем или иным моментам. Обращаем на это ваше внимание. Также старайтесь сегодня действовать с уверенностью, стремитесь к логическому решению тех или иных проблем, которые могут у вас сегодня возникать. Теперь поговорим об совете от Архангела Михаила на этот день, друзья, 18 марта. И вы знаете, сегодня Архангел Михаил призывает нас быть смелыми и решительными в наших поступках. И вы знаете, это неспроста, потому что когда мы смелые, когда мы решительные, когда мы движемся вперед, то это нам помогает преодолеть наш страх, наши сомнения, а значит, мы можем действовать с уверенностью и решимостью. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня некоторых людей будет пожирать тьма, будет пожирать сущности низшего порядка. То есть это темнота, это злость, это ненависть, это обида. Поэтому очень важно, чтобы вы изгнали из себя вот эти негативные мысли, силы, энергии и наполняйтесь только светом, только любовью. Потому что как бы вы ни смотрели, все равно придет рассвет, придет солнце и придет новый мир. И вы уже сами видите, что мир достаточно сильно меняется. Не все видят, правда, на физическом это плане, что происходит, потому что очень много моментов, знаете, мы увидим это все в течение года-двух, да, и если кто-то следит за новостями независимыми, да, за интересными журналистами, экспертами, то вы видите, они дают очень интересную информацию, подборку. Мы даже не говорим о тарологах, нумерологах, известных, которые действительно дают свои прогнозы, но то, что уже говорится о том, что все равно мир меняется, и мир меняется в лучшую сторону, поэтому оставайтесь на стороне света, вы знаете, что, где у нас свет, да,
Это, и мы таким образом с вами можем, вот знаете, чем больше нас, светлых людей, с созиданием, с энергией любви, с гармонией, то тем быстрее вот этот негатив, он уйдет, он уже уходит, да, есть силы, которые пытаются, знаете, как навлечь, заставить бояться, не стоит ничего бояться, все прекрасно, все чудесно, и мир очень изменяется, знаете, он уже обновляется и достаточно сильно. Далее, друзья, сегодня у нас с вами, как мы уже сказали ранее, день денежной прибыли, и очень важно, чтобы вы сегодня говорили одно слово. Но помните, это слово энергетически очень сильно, и его можно говорить только в том случае, если вы в хорошем настроении, если вы говорите это слово искренне. Если вот, знаете, вот вы сейчас прослушали, видели и решили, а ну скажу я, ну хотят, ну ладно, я скажу, учтите, оно вам не поможет, оно наоборот будет закрывать, она будет блокировать. Поэтому говорите это с радостью, с любовью. Итак, это слово, друзья, радуюсь. Вот просто вы идете по улице, скажите, я радуюсь. Можете сказать, что это солнцу, близким людям, тем потокам, которые идут в мою жизнь. Пришли на работу, скажите, я радуюсь. Радуюсь прекрасной, чудесной работе, коллективу, тем мыслям, идеям, которые приходят в мою голову. Пришли домой, тоже скажите, я радуюсь, что у меня есть семья, что у меня есть крыша над головой. Я радуюсь. Это очень важное слово вот именно с сегодняшнего дня, друзья, 18 марта. И это слово поможет вам, знаете, если вы даже в какой-то такой дырке, яме, у вас есть какие-то проблемы, то оно вас будет выталкивать. В вашей жизни с ним могут появиться люди, возможности, кто-то что-то вернет вам, и вы, возможно, дадут вам какой-то совет, который вас подтолкнет к тому, чтобы вы менялись в своей жизни. Поэтому не бойтесь этого делать. Даже если от вас отговаривают, учтите, когда вас отговаривают, возможно, наоборот, вам нужно двигаться дальше, вы правильно идете дорогой. Возможно, нужно что-то подкорректировать. Это нормально, но это очень важно. Друзья, вот такой вот у нас с вами день, 18 марта, понедельник. Мы всем желаем благополучия, достатка, изобилия. Обязательно ставьте лайк, в комментарии обязательно, друзья, напишите «Я открыта денежному потоку». А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!